Дорогие друзья, искренне приветствую вас на своем авторском канале «Душевные истории с Каролин». И как всегда благодарю всех моих подписчиков, всех моих друзей, что разделяете ноты моего душевного творчества. Спасибо вам за свет вдохновения, свет взаимности и созвучия. Сегодня я прочту отрывок из моей еще не опубликованной книги «Осенняя женщина». Это истинный рецепт, как быть счастливым для всех, кому за 45. Наша жизнь – это занимательная история, книга, пролистанные страницы которой свидетельствуют о нашем прошлом, а последующие главы еще предстоит написать. И каждый пишет ее своим почерком. Но когда приходит цветущая зрелость, мы можем писать ее осознанно. В одном из моих стихотворений я писала: «Прибавьте жизнь к своим годам. Не важно, сколько лет, а важно, как. Душевным почерком судьбы роман, надежды светом растворяя мрак». Итак, история. Молодость души. Был тихий весенний вечер. Брижит стояла на берегу моря, и сказочный оранжевый закат мило улыбался ей, поддерживая ее. Сегодня ей исполнилось 55. В чем счастье зрелой молодости? Вдруг нежно прошептала она. И вдруг ангел с правого плеча ответил: «Ты права, молодость после 50 – это особое состояние, которое присуще только тем, кто это выбирает». Милая Брижит, тебе посчастливилось быть в зрелой молодости. Добро пожаловать в потрясающий мир душевного взросления. Понимаю, как непросто оказаться в новом измерении. Это невозможно выключить и обойти. Это надо принять. Брижит с растерянностью смотрела на новую звезду, которая пыталась подмигнуть словам ангела-хранителя, который ласково гладил ее по плечу, произнося слова утешения, приветствуя в новой душевной реальности. Милая, давай посмотрим, с каким багажом ты входишь в новый этап неизбежного мира. Насколько тяжела твоя ноша с оглядкой на прошедшие годы, в котором были проливные дожди и неотвеченные чувства. Брижит вздохнула и присела на скамейке у моря. Волны разбивались о берег, то накатываясь, то отходя куда-то вдаль, меняя свое настроение, как и ее жизнь. Ты сказал, какой багаж? Мне кажется, я вхожу с огромным грузом, который с одной стороны неподъемен и в то же время пуст, ответила она с неприсущим ей сожалением и каким-то привкусом терпкости и каплей туманности воспоминаний. И непрошено слеза стекала по ее щеке. Ты права. Вес твоей ноши неизмерим, и не стоит оглядываться назад и по сторонам. Слишком много отвлекающих тропинок тебя подстерегали на твоем пути, и ты делила себя с близкими, друзьями и просто окружением. Ты иногда проживала свою жизнь за других, пыталась помочь тем, кто тебя об этом даже не просил, раздавала свою душевную энергию тому, кто казался тебе несчастным, в надежде изменить его судьбу. А разве это твоя участь
Ты ведь лишала права выбора нести свой крест, который определен каждому Всевышним. Но твоя забота и чрезмерная опека забирали все твои внутренние силы, которые были необходимы именно для тебя, твоих личных успехов, возможностей, которых ты не замечала. Я всегда оберегал тебя, но это было очень сложно даже для меня, как ангела-хранителя, ведь всему есть предел, и даже у нас. Там, где ты не могла идти от тяжести чужого груза, мне приходилось нести тебя на крыльях твоей душевной молитвы, благодаря тому, что твоя мольба была искренней и чистой, несмотря на жестокий и предательский мир вокруг. Брижит подняла глаза и в волнах рассмотрела тот вечер, который напоминал ей последнюю встречу с любимым, которому позволила быть без нее, но ради его счастья с другой. Слабость или истинная настоящая любовь безусловностей? Вдруг произнесла Брижит, и ангел мило улыбнулся, обняв за плечи, ответил: слишком много в твоей жизни было великодушия и безответных благостей, но это то, что делает тебя особенной. И сейчас открылся новый горизонт на небосводе, войдя в новое измерение душевной осени, душевного взросления. Здесь уютно от шумящих дождей, мягко танцующего листопада и ветра, который согревает новыми чувствами любви и твоей необходимости. Этот мир привлекает светом своей истинности и просит оставить все от ушедших дней и сменить груз на крылья, которые понесут и закружат в новом ритме душевного очарования. Цена вхождения в этот мир есть принятие себя и неустанной веры в новое душевное пробуждение. Позволь мне всегда чувствовать твое дыхание чистоты и восприятие иного мира, твоего мира, где твоя жизнь будет именно твоей, а не чужой, а я всегда буду с тобой, поддерживая и радуясь за тебя и твое душевное сияние. И мы вместе будем парить в этом удивительном мире. Ты имеешь право быть истинно счастливой, танцуя и кружась в весеннем вальсе искреннего и негаснущего божественного света. Эти слова ангела-хранителя, которые смогли навсегда для Брижит изменить смысл душевного взросления.